Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад Александра. В этом видео поговорим о том, почему гниют кабачки и как с этим бороться. Кабачки – это однолетние теплолюбивые растения, скороспелые и очень урожайные. Наверное, у многих огородников это самый первый овощ на грядке, который можно подавать на стол в каждом новом сезоне. Скажу больше, кабачок – отличный диетический продукт. В нашем меню он может справиться и с ожирением, и с плохим холестерином. А ценители своего здоровья регулярно употребляют кабачки в пищу для профилактики гипертонии, заболеваний почек и печени. Так что я очень рекомендую выращивать его и в теплице, и в огороде. Конечно, самые вкусные и полезные – это молодые кабачки 7-12-дневного возраста, в которых еще не полностью сформировались семена, а кожица настолько мягкая, что легко режется даже ногтем. Чтобы наслаждаться такими плодами, надо собирать кабачки регулярно, примерно дважды в неделю. Что я и делаю. Не оставляйте перезревшие плоды на кусте. Не повреждайте стебли и листья, и тогда кабачки будут плодоносить практически все лето. Но бывает, кабачки гниют. Маленький кабачок только-только завязался, и уже почему-то начинается гниение. Почему же это происходит и как предупредить гниение кабачков? Причина здесь простая. Кабачки гниют из-за высокого содержания сахаров. Их в плодах около 5%. Хотя на вкус он как бы и не очень сладкий, этот кабачок. Ну, кому как. А для сравнения, в огурцах сахаров всего около 2%. Вот поэтому кабачки и гниют. Уж больно они вкусные для грибов, сочные и сладкие. Теперь поставим диагноз. Если вы увидели, что кабачок загнивает на самом краешке, там, где был цветок, то очевидно, что это обыкновенная вершинная гниль. Такая бывает и у томатов, и у сладкого перца, и даже у баклажан. Обычно вершинной гнилью заражаются плоды в самом начале созревания, когда растение быстро набирает листовую массу за счет азота и фосфора, а вот кальций, как медленный газ, за ними не поспевает. И образуются бреши в строении оболочек растительных клеток. Там и начинается гниение. Как же с этим бороться? Рецепт тут простой. Обработка по листу водным раствором кальциевой селитры. Вот схема такой обработки и одновременно подкормки, потому что там есть азот. 1 столовая ложка кальциевой селитры на 10 литров теплой воды. Лучше опрыскать кабачки таким раствором по листу в пасмурную погоду, чтобы кальций хорошо усвоился. Листовые обработки и подкормки быстрее приводят растения в норму, чем корневые. Это практически неотложная помощь, если вы заметили следы гнили на кабачках. Но чтобы не доводить до крайностей, я рекомендую делать такие подкормки для профилактики вершинной гнили, как только начинается цветение и еще нет завязи. Примерно через 2-3 недели такую подкормку следует повторить. Еще один хороший вариант для тех, кто не любит иметь дело с минеральными удобрениями – подкормка кабачков органическим кальцием. Это очень просто. Возьмите несколько скорлупок от куриных яиц, измельчите и прикопайте в районе корневой системы куста кабачка. Конечно, это надо сделать заранее, еще при посадке кабачков с семенами или рассадой кабачков. Кальций – ленивый химический элемент. Он движется медленно и требует более длительного времени для доставки в клетки растения. И, наконец, третий, очень простой способ кабачкам избавиться от гниения, вызванного вершинной гнилью. Опрыскивание обычным молоком или водным раствором сухого молока. Я беру 2 чайных ложки сухого молока, растворяю его в 10 литрах теплой воды и опрыскиваю этим раствором листья кабачков в пасмурную прохладную погоду. Кальций, который есть в сухом молоке,
а его там примерно 1 грамм на 100 грамм такого молока быстро усваивается растением. Ведь он доставлен туда, куда нужно, туда, где его явно не хватает. В итоге водный раствор кальция, который я приготовила, содержит 0,1 грамма органического кальция. Это примерно столько же, сколько содержится кальция в обычном молоке – 125 мг на 1 литр. Если сухого молока нет, а есть обычное, добавьте к нему 1/5 часть воды и также можете обработать кабачки по листу от вершинной гнили. Надеюсь, теперь ваши кабачки здоровы. Кстати, свежесобранные кабачки можно хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете до 7 дней, и они будут свежими. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал. Скоро увидимся!